Производитель электронных сигарет Ким Сунь рассылает всяким мелким блогерам свою продукцию на обзор. Ну, видимо, именитых обзорщиков она не заинтересовала, поэтому они решили работать со всякой шушерой вроде меня, чтобы тех прям раздуло от чувства собственной важности. Как же производитель прислал девайс на обзор? Посмотрел я обзоры тех, кто получил девайсы раньше меня, кто хвалит, кто говно льет. Поэтому попробуем разобраться, кто прав, а кто нет. Итак, девайс называется STL Wolf и поставляется в отличной подарочной упаковке. Это стартовый набор, то есть в нем есть все, кроме, собственно, жижи и блока питания USB для зарядки. Нам также обещают термоконтроль, об этом я расскажу чуть позже. Кто в теме, уже, наверное, понял, что перед нами клон Ego One, в данном случае с батареей на 1100 мАh. В комплекте батарейный блок, клиромайзер со сменными головами и одна запасная голова. 0,2 Ома со спиралью из никеля. Обслуживаемой головы в комплекте, к сожалению, нет, но должна подойти CLR голова от JTEC, она как раз обслуживаемая. Девайс очень легкий, компактный, сделан неплохо. Мне понравился дриптип. Также понравилась заправка, просто откручиваешь и льешь прямо по стенке. Понравился ограничитель на кольце регулировки воздуховода. Благодаря ему легко откручивать и закручивать атом, так как уперевшись в ограничитель, кольцо перестает проворачиваться. Ну что ж, давайте заправим и попробуем попарить. Пар, как видите, есть. Вкуса маловато, но проблему легко решить, добавив побольше аромки в жижу. Теперь, что касается термоконтроля. Это не термоконтроль в классическом понимании, то есть тот, который поддерживает температуру, а в случае высыхания ваты отключает подачу энергии. Здесь термоконтролем называется то, что, доведя температуру спирали до 500 градусов Фаренгейта, то есть 260 градусов по Цельсию, мод поддерживает ее на этом уровне, снижая подаваемую энергию. Это защищает от вредных окислов проволоки, которые появляются где-то в районе 600 градусов Цельсия, и образования акрилина из глицерина, который начинает вяло образовываться после 300 градусов Цельсия. То есть от вредной гадости защищает, а от сухих гариков нет. Назовем его дерьмоконтроль. Впрочем, компания почти закончила разработку нового девайса, где будет защита от пересыхания ваты. В целом девайс вызывает нейтральные чувства. Обычный девайс для непривередливого пользователя, коих на рынке сотни, если не тысячи. Клирик вот неплохой, жалко только 20 мм, а не 22, как у нормальных людей. С моим мехмодом, обзор которого я делал, он тоже завелся, но я что-то очкую парить никель на мехе. Надо, наверное, будет прикупить обслуживаемую голову и оставить его как резервный на случай выхода из строя основного девайса, а также чтобы брать с собой на пьянке, где есть риск потерять основной дорогой девайс. Правда, тут другая проблема. Батарейка садится очень быстро.
Правда, девайс умеет работать в режиме pass-through, а поскольку зарядка происходит от порта USB, то особых проблем подзарядиться вне дома быть не должно. Также можно порекомендовать его начинающим вейперам как простой и безгеморройный девайс для первичного слезания с обычных сигарет. Долго он, скорее всего, не прослужит, но несколько месяцев проработает. Достаточно, чтобы набраться опыта и перейти уже к более серьезным устройствам. Головы, кстати, ходят недели по 2-3, и в целом особо ничего крутить-вертеть не нужно, что несомненный плюс. Понятное дело, что девайс вряд ли заинтересует продвинутых провейперов, но он на них и не рассчитан. Просят за данный девайс чуть меньше $30, это, конечно, дохуя. Но с другой стороны, чтобы купить нормальный набор, нужно как минимум долларов 50-60, то есть получается в 2 раза дороже. Но вот потраченные $30 на набор для новичка вам уже никто не вернет. Именно поэтому я против наборов для новичков. Нужно сразу брать нормальный набор. Ну а поскольку это первый мой обзор образца, который мне прислал сам производитель, не забывайте ставить лайки и писать комменты, пусть китаец порадуется. Глядишь, в следующий раз что-нибудь дельное пришлет.